Здрасте. Не ожидали? Усядусь, пожалуй, вот так. Это ответы на вопросы, о которых я вас попросила. И первый вопрос у меня к самой себе. Почему каждый раз, когда я прихожу на какую-то природу, я хочу ссать? Вот, в принципе, вы сейчас лицезреете место моего. Ладно, это слишком много информации обо мне. Я вырядилась в самую хуёвую свою одежду, чтобы прийти в лес. Я вопросы не смотрела. Я вот так вот буду озираться, потому что я пиздец боюсь бомжей. И вообще я сыкло, если вы не знали. Так, вообще ничего не понятно, но снимай. Хорошо, я снимаю. Так, Тахикардия пишет, что вдохновило или сподвигло создать YouTube-канал, разговорные и игровые стримы. Так, что же меня сподвигло? Собственная шизофрения. Сначала этот канал, на который я сейчас, собственно, и выкладываю это видео, он планировался как игровой. Я на нем играла в Майнкрафт. Вот. На тот момент это было такое трио из друзей. Вот, и, собственно, мы там играли Stronghold, еще какую-то террарию. Мы записывали чисто посиделки свои дружеские, вот, и выкладывали туда это говно, и оно набирало 2 просмотра. Ладно, окей, 15 просмотров максимум и 1 лайк. Возможно, это был самый лайк, я уже не могу сказать. Я вспомнила одну штуку. Собственно, это видео есть на канале, оно самое первое. Это гадание на ложках или что-то в этом роде. Я еще к тому же в тот момент сидела на двачах, поэтому я на двач скинула это видео тоже. Была запись на плохую VHS-камеру. Не помню, зачем эта камера покупалась. Вот честно, у меня провал в памяти, но не могла же камера быть раньше, чем вот эта идея. Короче, была камера, и было снято вот это видео с ложками. Так все и пошло. Я начала вспоминать какие-то гадания еще детские, которые по сарафанному радио из города в город переплывают. Никто не знает, кто прародитель, где оригинал, кто это создал, но все же ложки — это то же самое. Один из таких приколов. Вот так вот и зародилась идея. А так, вне видео, вне всякого канала, еще когда его не было, я всегда тяготела ко всякой магии. Вернее, она меня окружала. Ну, собственно, есть видео о том, как вот проходило мое детство, какие приколы со мной происходили, поэтому так или иначе это все вылилось вот в то, что вы видите. Сейчас я пытаюсь разбавить как-то свой контент еще чем-то, распаковками, игровыми стримами и всякой вот такой вот хуйней. Поэтому меня вдохновило, наверное, не начать, а продолжать. Просто, не знаю, хочу вот делиться чем-то. Когда не хочу делиться. Я в этом плане очень плохой блогер и вообще не блогер, потому что тут важна всегда стратегия выкладывания контента. Я ее не придерживаюсь, я очень редко что-то делаю, и если делаю, то не ставлю это на поток. Поэтому вот так, когда захочется, тогда и что-то делаю. Вот, поэтому у меня нет заработка конкретно ни с Ютуба, монетизации у меня никакой нет. У меня только единственная монетизация — это поддержка зрителей, то есть вас, когда вы мне что-то заказываете. Вот. Так что вот так вот. Что Ксению бесит в людишках, раздражает, разочаровывает? Достойны ли вообще люди эмпатии? Вот, например, сегодня меня встретило 2 ДЦП человека, и я подумала, что это вообще за знак такой? Мне вообще ничего не снимать, может быть, мне не приходить в лес. К первому я как бы вообще охуела, я думала, просто это обычный человек. Просто мой лифт затормозил на этаже, где живет такой вот мальчик, который сжег хату. Дом, в котором я живу, там горел этаж, и это дошло до меня, у меня полопались все окна, вот, и я год жила с такими окнами, у меня было в комнате плюс 13 градусов, вот так вот, в частности, из-за того, что окна лопнувшие были.
Ну так вот, я хотя бы увидела этого мальчика, про которого все говорят. Он сначала захотел в лифт зайти, потом, значит, пошел назад. Он меня испугался. Я его не напугалась. Это странно. Зато второго человека я напугалась, потому что он размахивал руками, а у меня сразу вот такая реакция. И меня это лично бесит, хотя это защитная реакция, наверное. Но я чувствую себя глупо и сыклом в такой момент, когда я вот начинаю вот так моргать и закрываться. Вот. Там какой-то был бесячий псих. Просто он шел еще с кем-то, он как бы размахивал руками вот так вот, что-то там ругался на непонятном языке. И, короче, эмпатию у меня такие агрессивные люди не вызывают. Поэтому агрессивные люди, недостойные эмпатии, из этого я могу вывести такой... Я просто не знаю, зачем я решила это рассказать. Просто интересно, любопытно. Каждый раз, когда я куда-то выхожу с какой-то целью, у меня начинаются приключения в людишках. Но мне кажется, что тахикардия, вот на данный момент этот аккаунт называется так, сам очень пренебрежительно относится к людям, потому что называть людей людишками, это как-то, знаешь, по типу доктор зло, такой мо-ха-ха-ха. Я людей людишками не называю. Ну, я их не делю. В принципе, я знаю, что общая масса там есть, с которой я не общаюсь просто. И о чем мне о них думать? Я с этими людьми в одной комнате не сижу, поэтому мне как-то все равно, они существуют и существуют. А я существую тоже, вот параллельно им. То есть я в параллельном мире. Мы, конечно, когда-то пересекаемся в неприятных ситуациях, но этих ситуаций очень мало на самом деле. Вот. Мне, например, никто не подходил и не говорил в лицо что-то плохое. А я видела такие ролики, где там девочка что-то, например, снимает, и к ней какой-то алкаш начинает подходить и говорить: у тебя ничего не получится, ты в курсе, что ты чмо. Я не могу жаловаться. В принципе, мир ко мне пока что нормален. Разочаровывает, а я не очаровываюсь, чтобы не разочаровываться. Так, достойны ли люди эмпатии? Достойные эмпатии люди достойны всего, и любви, и эмпатии, и всего, что какие положительные эмоции там есть у людей. Вот я, например, сейчас сижу в моче и в говне, просто везде бутылки лежат. Я в ахуе, если честно, потому что вот это вот пространство, оно крайне не подходит для того, чтобы тут бухать. Потому что я, пока шла сюда, я чуть не выколола глаза раза 4. Вот. И я не понимаю, как пьяный человек, вот действительно пьяному море по колено, как они отсюда выходят вообще целыми. Хотя я не видела, чтобы отсюда кто-то выходил. Может быть, они тут остаются. Тут очень-очень много людей на самом-то деле. Я не так далеко ушла от моста. Я думаю, что сейчас меня никто не слышит. На самом деле меня слышат все. Так что я углублюсь еще куда-нибудь дальше. Сейчас туман, но вот в этой конкретной точке не видно ничего. Поэтому я хочу все же к речке подобраться, чтобы вы насладились красотами. А так вот в деревяшках сидеть, это странно. Поэтому сейчас я перемещусь. Чё, здорово, свиньи? Смотрите на природу. Чё, вы меня не видели, что ли? Так, сейчас я засяду вот так вот и буду зачитывать. Главное, девственности не лишиться, ебать. Так, следующий вопрос от Евген. Расскажи про свой опыт отношений. Сколько парней было и почему расставались? Про дружбу. Почему ты по итогу пришла к тому, что тебе лучше одной быть? Меня так поражает, насколько люди думают, что я одна. Оу, взрывы. Про учебу и работу. На кого училась, кем работала.
Ну, тут много вопросов, просто это уже на час как бы рассуждения. Я попытаюсь вкратце сказать опыт моих отношений. Кринжовый рассказать хочу. Был один парень, который был меня хрен пойми насколько старше. Вот, он был в 11 классе, то есть выпускной класс, а я была в классе 9, по-моему. Мы там встречались от силы 4 месяца. Он меня бросил по телефону со словами, что он слишком страшный для меня и что я его все равно брошу. Фишка в чем вообще произошла? В том, что он как бы просто нашел другую девушку и решил вот таким образом слиться. Вот. Но девушка, которую он нашел, оказалась моей одноклассницей новой. Вот в чем прикол. И представляете, они меня куколдили, они целовались у меня на глазах и прекрасно видели. Вот такое чувство, как будто они специально подходили, находили такие точки просматриваемые, то есть замечали, есть ли там я или нет, и начинали сосаться. И так продолжалось 2 года. Я думаю, блять, я куколд? Помню, как-то раз я забирала куртку, то есть у гардеробной стояла, и чувствую, что что-то не то происходит, как будто кто-то нюхает мои волосы. Я разворачиваюсь, так просто смотрю, он стоит, то есть он где-то вон там был, вот, а я вот где-то вот тут была. То есть он стоял и нюхал мои волосы. Странный человек. Но я, конечно же, очень сильно расстроилась, когда он меня бросил. Это по моему самолюбию очень сильно долбануло. Конечно же, там все, возможно, крутилось вокруг того, что я на том этапе была все же маленькой девочкой, которая не хотела никаких половых сношательств. И я просто была готова за ручку ходить и целоваться. Все. Больше я ни на что не была способна. И поэтому, как бы, я думаю, что вот так вот произошло. Но, опять же таки, я думаю, что если бы даже я дала, он бы все равно меня бросил. И тогда было бы еще хуже все. Потому что если бы он оказался моим первым, ну, как-то это меня бы сильно размазало. Сколько парней было? Ну, вот смотрите, в каком плане вообще рассуждать, сколько парней было, сколько половых отношений было, или сколько я за ручку держаться пробовала. Если сколько за ручку держаться пробовала, то тогда больше гораздо, нежели чем больше, чем один. Но просто у меня были отношения, то есть одни такие самые долгие, 8 лет где-то, если не 9 и не 10. Вот. Но, знаете, как-то не очень хочется записывать видео про то, что хайповое какое-то видео про то, что там тиран, хуян. Вот не хочу просто вот эту тему поднимать, поэтому я стараюсь об этом вообще не говорить. И вот сейчас вот только что сказала. У меня мозг мерзнет. Просто туман — это красиво, но тут +2 сейчас или +4. Вот эта мокрота, 90%, влажность, она до костей пробирает, поэтому я сейчас плохо соображаю. Это слишком сложный вопрос. Про дружбу. Ну, последняя дружба была у меня по интернету, и люди, они поначалу прикольные, а потом они начинают говнить. Я не знаю, в чем причина такая. Видимо, это какой-то кризис наступает. И так у меня было со всеми подругами. Я сначала терплю, потом ломаюсь и говорю: все, хорош, черный список. Вот. Дружбу я как-то и не стараюсь ее найти, потому что люди, они реально начинают говнить. Не знаю, в чем проблема такая. Почему нельзя нормально общаться, кайфовать? Вот. Надо ебать мозги в какой-то момент начинать. Почему-то по итогу пришла к тому, что тебе лучше одной быть. Ну, на данном этапе я не могу сказать, что я одна прям, но у меня все отношения, они какие-то, ну, грубо говоря, через жопу. Вот. Видимо, со мной что-то не так. Почему ко мне тянутся люди, для которых, вот я сейчас скажу, я просто не чувствовала от людей любовь в
том понимании, чтобы вот как мужчина, женщина, я всегда какой-то пацан. То есть ко мне относятся как к другу пацану, которому еще и присунуть можно, и как бы это по типу это как бы нормально. Я просто вижу там какие-то фильмы, сериалы, еще какие-то примеры женско-мужских отношений, и я понимаю, что так у меня никогда не было. Ну, может быть, и было, только вот в моменты, когда я не давала, так скажем, то есть в детстве, да, ко мне относились как к девочке, а сейчас почему-то как к пацану, не знаю, я похожа на пацана. Это какая-то странность, если честно. Может быть, я просто по характеру и вообще какая-то не такая, не знаю. Поэтому ко мне какие-то инцелы липнут, и по типу для которых как так спиздануть, чтобы получше было. Лучше быть одной, чем с кем попало, говорится где-то. Где-то везде. Сколько было у меня парней, ну давай скажу сейчас. Если по половым отношениям, 3. Первый не считается, потому что там был всего один половой акт, и все. До свидания. Это была дефлорация, так скажем. Я не считаю, что этот человек был парнем моим. Я его скипнула, потому что он долбоеб. Вот. Мне все время кажется, как будто кто-то ко мне подходит, блядь, сзади. Про учебу и работу. На кого училась, кем работала. Работала я всего 1 раз в жизни спортивным трейдером 2 месяца. Фирма эта, она так и не запустилась. Мы все готовились, но ни хрена не приготовились. И наступил коронавирус, все схлопнулось и закрылось. Если честно, я даже рада тому, что так получилось, потому что на этой работе была высока вероятность, что ОМОН забежит и всех положит мордой в пол. Но, в принципе, он мог и не быть. Одновременно и жалко, и не жалко. Деньги платили там прикольные. Вот. Это была высокая зарплата. Я не помню, какая. Работа была очень тяжелая, потому что там был ненормированный график. Мне 2 смены подряд поставил один долбоеб, а потом такой, ну что, понравилось тебе, да? Короче, у меня была ночная смена, а потом где-то вот я уезжаю домой, 2-3 часа проходит, я должна выйти опять на работу. Вот он мне вот такую свинью подложил, и почему это произошло? Чувак просто не мог вынести, что меня похвалили. Он начал со мной соревноваться. Он был админом, то есть у него была профессия выше меня, и он решил так надо мной поизмываться. Короче, если бы эта работа продолжилась, я думаю, что мы бы подрались. Я даже про него немножечко сочинила песню. Его звали Карим. И на моем другом канале есть шизофазия про 2 админов, Николай и Карим. Понимаю, что это нихуя непонятно, но мне очень смешно. На кого я училась? Я училась на архитектора. Самое-самое первое воспоминание с детства, каким оно было. Этих воспоминаний 2. Одно воспоминание прям очень яркое. Я сижу на стульчике, который закрывается. Ну, такой вот высокий, чтобы ребенок не смог выбросы, значит. И меня бабушка кормила кашей какой-то. И я, видимо, не хотела. Настолько это травмирующее событие было, каша. Вот. И я помню ее лицо, такое размытое достаточно, и как вот она там мне сюсюкает. Вот. И то, что я взаперти. А второе воспоминание, это была адская боль. У меня чесались зубы. То есть у меня не было зубов, у меня все вот это вот небо чесалось, и я жрала кубики. Я не знаю, что это за возраст такой. Я просто в детях не очень разбираюсь. Но я помню эту адскую боль чесучую. В принципе, она похожа на то, когда у тебя зубы мудрости вырываются. Это такая же адская боль. И, короче, дети на самом деле чувствуют пиздец. Вот, но они просто не могут об этом сказать. И поэтому я пыталась почесать об кубики, которые я сжирала. Вот такие вот 2 воспоминания. Я не знаю, я не вижу, что я там снимала-то на самом деле. Я вот так вот хитро сделала. Нет, не хитро. Придется все равно переместить. Ух, сука. Хозяин в такую погоду даже собаку гулять не выпустит. Жопой в мох усядусь и прочитаю следующий вопрос. А тут удобно очень. Пожалуй, я тут сохранюсь. Это не игра.
Я могу и заболеть. Короче, я хотя бы себя вижу, и теперь у меня есть понимание, что я в говне вся. Я украл вашу аватарку. Кто-то пишет. Ёп! На самом интересном месте. У меня своих нет, поэтому донашиваю чужие. Ксянон, если бы ты лепила пельмени на продажу, сколько бы они стоили? Учитывая, как я не люблю что-то делать за бесплатно, то стоили бы они очень дорого. Но я не знаю, точно не 100 рублей за упаковочку. Но все то, что handmade, оно стоит дороже гораздо, нежели чем покупное. 1500 упаковка, килограмм. Не знаю. Так, тут переписка идет. Я так и знала, что тут на самом деле переписки, а не вопрос. Так, хорошо. Кота скинули. Это прекрасно. Рыжий кот. Рыжие коты самые ебанутые и милые животные. Согласна. Стоять, стоять. Вдруг тут вопросы. Я так и знала, нахуй, что там вопросов нету. Так, фембои. О, все. Наконец-то вопрос. Как относишься к повесточке БЛМ, культура отмены, движение МИТУ и вся вот эта тема? Плюс, если бы была возможность прямо сейчас, вот сейчас, свалить в идеальную страну для проживания с деньгами, недвижкой и так далее, что это была бы за страна? Куда мы летим? США? Канада? Африка? Счастливого путешествия в Казахстан. На самом деле никакой идеальной страны не существует. Это все фикция. Люди, они везде. Это к вопросу о эмпатии. Так, ладно, я нормально тут скрючилась, я выгляжу ок. Это прямое включение во время монтажа. Я решила позанудствовать слегка на эту тему. Все зависит от человека и его целей. Если, например, этот человек условно, да, у него есть умственные способности, у него есть физические способности. Ладно, про умственные можно опустить. А вот буквально, если человек с золотыми руками, слесарь какой-нибудь, не знаю, сварщик, да кто угодно, короче, такая профессия, которая требуется везде, она всегда будет актуальна, независимо от того, что происходит вокруг. Все имеет свойство ломаться. Вот такие люди гораздо будут лучше жить, нежели чем они будут оставаться там, где родился, там и пригодился. Зачастую это не факт. Поэтому попытать какую-то удачу за более лучшими условиями может такой человек поехать. Но это надо работать. Родился в СНГ, умер, сгнил в СНГ. Там таких людей будут чтить. Не знаю, как сейчас, то есть сейчас, возможно, уже все по-другому, несколько иначе. Я говорю про то, что я слышала когда-то давно. Но я вам Америку сейчас не открыла, это такое поверхностное мнение, это база, стандартный, мне кажется, ответ, что хотят люди, когда они эмигрируют куда-либо. Можно было бы посмотреть на статистику иммиграции. Вот, кстати, если ты родился в Индии, ты там точно не сгодился. По уровню иммиграции из Индии, мне кажется, она на первом месте. Сколько людей оттуда бегут, это вообще надо подумать, сравнить. Короче, ну там и людей больше. Вот. Ну там и условия вообще хуже. Там нахуй коровы, как собаки выглядят. В общем, не надо рождаться там. Никому не советую. Сама, наверное, за эти слова потом реинкарнирую именно туда. Надеюсь, нет. В общем, что я хотела сказать по поводу себя. Ладно, рассуждения поверхностные можно, какие-то умные заумности, витиеватости много плести, вот, и превратиться в паука, в конце концов. Но зачем нам это нужно, я могу сказать только сама за себя. Я нигде, ни в каких странах, кроме СНГ, не была. Ничего не посещала. Все, что я знаю, я потребляла из интернета, и поэтому это не объективные будут совершенно мнения людей. И с течением времени в каждой стране
становится иначе. То есть там вот это вот все, оно не имеет стагнации. Поэтому что было раньше, какой ответ у всех на слуху был, крутился, то сейчас, возможно, если человек ответит вот так, покрутит пальцем у виска. Я, опять же таки повторюсь, я кроме СНГ вообще нигде не была. Даже я не была ни в Турции, ни в Египте. Я не могу ответить, ну и как там в Египте? Вот. Ну, я имею в виду вот такие направления открытые, туристические, в которых были даже, возможно, вы, слушатели, да, мои. Я там не была никогда. Вот. И я не могу даже сказать, что я побуду ли я там, потому что вообще, как я думала о себе ранее, что я вообще за границы своего города выехать никуда не смогу, вот, потому что мне тупо некуда ехать и зачем. Я думала, что я никогда не полечу на самолете, а вот оно как получилось все. Поэтому, когда у меня сформируется правильное мнение, а оно, возможно, не сформируется, потому что, чтобы понять страну, в ней надо пожить. Я даже не могу сказать, что год. От 3 лет до 5, чтобы сформировать вот прям реальное мнение о стране. Каково это там, чтобы прочувствовать все подводные камни того или иного места голыми ножками, где-то даже и жопой. Kiss my ass, asshole, что, блядь, нахуй, это Туретта синдром. Поэтому я думаю, что вы поняли мой ответ примерный. Я не знаю, в какой стране мне было бы лучше. Я не фантазирую на эту тему. Мне и так хорошо там, где я нахожусь. Я могу сказать так, то, что у меня недавно был опыт поездки в другой город Российской Федерации. И я могу сказать, что, ебать, оказывается, не везде кассиры злые. Вы представляете себе, есть добрые продавцы. Есть, короче, милые люди из обслуживающего сегмента, которые не смотрят на тебя так, как будто ты им денег должен, или вообще ты убил их, вырезал, расчленил их семью. Вот, поэтому я даже не про каждый город России знаю, а тут вы спрашиваете про другую страну. Поэтому даже каждый город, он по-своему хорош, где-то плох, и я уверена почему-то, что есть какие-то города даже, которые лучше, чем мой. Ну, вообще, там, где я проживаю, блядь, каждый город лучше, чем мой. Потому что у меня какое-то негативное отношение к тому месту, где я, значит, выпачкавалась. Но, с другой стороны, мне и тут хорошо. Вот. Видите, какая я биполярная. Может быть, я когда-нибудь переобуюсь, когда у меня опыта жизни будет побольше, то есть я переодену кеды в берсы. У меня ни кед, ни берс нет. Что я несу? Ладно, все, я завязываю уже пиздеть, какую-то хуйню наговорила вам. Так что вот. Вообще город, в котором я живу, он густо населен чернокожими людьми. Меня это удивляет, если честно, потому что я от этого отвыкла, и приехав сюда вновь, я охуела, потому что тут уже все возраста, дети, ну, то есть они тут уже поселились и размножились. Ебать, я так и буду трястись, прекрати. Так что повесточка БЛМ, это меня не касается, я не живу там. Мне похуй. Плюс еще я не смотрю фильмы вот эти новые. Я, конечно, посмотрела пару-тройку. Есть хорошие фильмы, где чисто негры играют. То есть, когда актеры действительно играют и умеют играть, неважно, какой у них цвет, подтон кожи, вот, и вообще похуй. Это странно, потому что чернокожие актеры были и раньше, только они одни и те же, к сожалению. Как будто не допускаются другие, они уже начинают размножаться. Там этот кто, который в «Я легенда» играл, потом еще
Вот этот мистер Фриман, кажется, вот он везде, в каждом фильме, он стареет и стареет. Он изначально был старый, и они заебали этим мистером Фриманом. То есть уже хочется сказать, дайте уже дорогу молодым. В принципе, этот БЛМ случился, он, конечно, плохо отразился в том плане, что вот, например, я смотрела сериал. Короче, я вставлю, в общем, этот фильм. Я его еще советовала и сказала, что просто не обращайте внимания на негритянку. Она ужасно играет. Вот она, хуй знает откуда, ее взяли только чисто из-за цвета кожи. Вот, она бесит очень сильно. Она как будто не знает, где она находится и какую эмоцию ей юзануть. У нее одна эмоция такая, блять, и все, нахуй. А вот фильм в целом вот вообще пиздатый. Посмотрите, это прикольно очень. Потому что мужик отыграл на 200 из 10. Вот. Так что это и хорошо, и плохо одновременно. Ничего не бывает на 100% охуенным. Как и все в этом мире. Культура отмены. Мне до пизды. Вот. За культуру отмены, в принципе, пусть будет. Не знаю. Движение МeToo. МeToo — это по типу кто-то там говорит, меня чпокнули, а все остальные такие, блять, меня тоже чпокнули. Ну, в принципе, что, тоже пусть будет, я не знаю. МeToo. Некоторые тайны, они уйдут со мной, я так думаю. Ну, может быть, я переобуюсь, когда-нибудь я что-то о себе расскажу из категории МeToo, блядь. МeToo я намочила когда-то манту, МeToo. Блять, мне кажется, вот я сейчас какую-то хуйню пизжу, а сзади кто-то подкрадывается, слушает. Этот мир такой не идеальный, он не делится на белое и черное, он делится на серое и черное, на истине черное и черное. Как же мне холодно, блядь. Снимай видео распаковки. Может быть, к тебе в голову хорошая мысль пришла. Я уже сняла несколько распаковок, мне их надо просто смонтировать. Спасибо, что ждете вот это мое направление, потому что иногда мне кажется, что это никому не нужно, и по типу я как-то чем-то не тем занимаюсь, и что отклика нет. Вот, поэтому спасибо, что сообщение такое пришло. Мария Лашутина. Надеюсь, я правильно ударение поставила. Если неправильно, то не обижайся, пожалуйста. Поэтому спасибо тебе за твой вопрос, за твое утверждение. Человек априори сложный. Каждая тупая прачка — целый мир. Прикинь, сколько в ней всякой хуйни шевелится. ДНК, РНК. Белки летают туда-сюда, как пришельцы из других миров. Бактерии копошатся, вирусы охотятся. Каждый человек — целая галактика. Я тут не могу даже поспорить, потому что это все истинно так. А мне почему-то кажется, что эту информацию лучше держать в секрете, так загадочнее развивает фантазию. Это про отношения. Просто я не показываю никого. Возможно, придумывать вопрос слишком непосильная задача для наших мозгов. Мы просто хотим быть очарованы или разочарованы. О, ебать, сколько вопросов, клево. Фу. Давай я присяду на дорожку, чтобы вопросы твои почитать немножко. Мне еще надо следить за микрофоном, потому что он может просто разрядиться. Не знаю, какой с него звук, но послушайте эту тишину пока что. Галки галчат. Считаешь ли ты себя сверхчувствительным человеком? Зеркальные нейроны. Я себя человеком сверхчувствительным не считаю, но у меня есть моменты ПМС, когда я действительно очень сверхчувствительная, сверхобидчивая, и вот это вот все. Почему в Калифорнии... Я еще ебу там, что в Калифорниях. В месте, где в последнее время собрались богатые люди, процент свингеров зашкаливает, и никто никого не стыдится. И друг друга не хуесосит. А в местах, где строгая мораль, много нищих, страдающих и агрессия. Там, где строгая мораль, на самом деле, и религиозные, например, течения, там самые заядлые перверты.
Так что в твоем вопросе ошибка находится. Если посмотреть весь true crime, который существует, начало всегда одно. Он родился в многодетной религиозной семье. Все. У нас тоже процент свингеров зашкаливает. Мы просто не знаем о чем-то. И это не столько выставляется на обозрение. Вот. Только есть какие-то закрытые сообщества, конечно же, в Москве и Санкт-Петербурге, а где же еще? Вот. Поэтому везде все есть. Просто не везде об этом принято во всеуслышание говорить, блядь. Сможешь описать свою полную противоположность? Какой это человек? Блять, я себя-то описать не смогу. Я человек, который интроверт, то есть противоположность моя полный экстраверт. Подруги, с которыми я имела честь дружить, были полной моей противоположностью. То есть я могу относиться к категории брюнетка, допустим, да, хотя шатенка, вот, а она будет блондинка. Потом я замкнутая, у меня всего один друг она, а у нее море друзей. Так я про прошлое спрашиваю. Хранить в секрете надо актуальную информацию. Кстати, актуальную информацию могу сообщить, хотя нет, не буду. Короче, что я могу сказать? Я головка от хуя. Ну, про прошлые отношения тоже, знаете, как бы пиздеть, не мешки ворочать, но у каждого слова может быть какое-то последствие, поэтому я не хочу никаких последствий в настоящем, поэтому ничего про прошлое и не пизжу, и не говорю. Знают только люди, которые самые близкие, просто их решила уведомить об этом. Тем более она в каком-то видосе про школу мельком рассказывала, а кто олд помнит, что первые стримы были с каким-то челом. Да, олды помнят. Кто-то там меня спрашивал, куда делся этот человек. Извините, я просто не могу уже совладать со своим языком. У меня зубы начинают биться друг об друга. Короче, бытует мнение, что я всех съедаю. Я просто ем всех. Поэтому никого не остается. Я хочу очень сильно кушать. Пока этого не знаешь, человек загадочен. Даже если вы что-то узнаете, все равно много загадочного останется в моей жизни. И для меня самой загадка, например, почему все так, а не иначе. Так, если Ксен ответит на это и расскажет всю историю, то мы, конечно, будем удовлетворены. Но в будущем интерес потеряем. Ну, типа, это как у бабок на скамейке сплетниц. К тому же саму Ксен, скорее всего, начнут раздражать комменты оценочные и о том, как надо было сделать, и что было бы, если бы правильно поступила и почему. У нее же не передача «Большая стирка», где занимаются кости перемыванием. Но, в принципе, никто не знает, как было бы, как можно там сделать, потому что мозг человека, он развивается до 25 лет. И я могу сказать, что это правда. Я помню себя в 20 лет, это был подросток все еще. Я поэтому, когда говорю про себя в тот период, например, да, я говорю, когда я была мелкой, мне было 21, например, я плакала от мультика «Время приключений», смотрела Рик и Морти, и мне нравилось. Начинаю думать о себе, что я бы сделала по-другому, вот в школе я бы поступила по-другому, вот чтобы там, короче, меня не пиздили, вот этого всего не было, надо было вот так, надо было с вертушки в щи, а чё я, короче, не пошла на карате. Все вот эти вот «а если бы», «а вот надо было бы», это все хуйня, потому что ты там и тогда сделал ровно столько, сколько мог. Вот. И там и тогда ты, короче, вел себя настолько, насколько тебе позволял твой мозг, который еще не был в развитии. То есть надо было себя просто сохранить живым. Ничего невозможно переиграть. Абсолютно. Поэтому мы в прошлом ведем себя ровно так, как нужно.
Это, короче, люди, которые живут прошлым, и у них просто в настоящем ничего не происходит. Вот, они сидят и перемывают свои собственные кости, ругают себя за что-то. Это неправильно. Так, а почему в будущем интерес потеряется, если все узнаешь, как будто это самое важное? Ну, давайте, короче, сейчас я вам скажу, что интерес, чтобы у вас потерялся. Я думаю, что первые отношения мои серьезные, они меня очень сильно поломали. Я не могу, короче, влиться в эту ебалу под названием брак, потому что я уже вкусила это, мне не понравилось, и я не хочу варить борщи. То есть женщина неполноценная, не хочет варить, значит, не хочет детей рожать. Короче, вот такая тема. Вообще старородящая. Вы знаете вообще, сколько мне лет? Вот если некоторые из вас не знают, то вы сейчас испытаете разочарование во мне. Мне уже 33 года. О каком браке может идти речь, когда я старородящая? Если бы я кого-то выпачкивала из себя, то это уже очень высока вероятность родить Дауна. Вот. Поэтому, ну вот какие мне отношения? Я уже в утилиду, я уже бракованная, как там некоторые говорят, главное, чтобы девственницей была. Вы видели, я сейчас на дереве сидела, я уже девственности лишилась. Плюс я такой человек, который привлекаю не такусик, видимо. И эти... Видимо, дождь начинается. Эти люди, они все разные, конечно же, все со своими плюсами и минусами, но я себя действительно не чувствую нигде девушкой. И спустя время только вот это начинается наворачиваться, я начинаю думать, блядь, что-то не то происходит. Поэтому вот такая вот тема, птицы летят, урчат. Меня трясет. Не шарите в очаровании, действительно. Очарование в неизвестности, что ли? Чел, если она захотела такой видос сделать, почему бы и не спросить, нифига не поменяется. Просто интересно ее жизненный путь услышать. Вот действительно, вы что, как бы нормальные вопросы? Нормальные. Я говорю в микрофон, который не работает. Философия, всякая философия, блядь. Я еще поговорю, порассуждаю на эту тему. Мне просто надо походить, потому что я уже замерзла. Вопросы так и не раскрыты. Я все еще политическим образом довольно-таки уклоняюсь от прямых ответов, поэтому никакой загадки потеряно быть не может, потому что мой собственный разум, он не позволяет все говорить в открытую. Поэтому девушка-загадка, она будет не разгадана. Может быть, я еще какую-то хуйню вспомню из отношений каких-то кринжовых. Надеюсь, стабилизации хватит, чтобы тряску моих рук убрать. Сейчас зима, хотя это не похоже на зиму. Действительно, я планировала таким видео это и делать,
чтобы туман вокруг был. Тут осталось 17 минут. Единственную вещь, которую сделала неправильно сегодня, это не взяла с собой сухие салфетки. Я взяла с собой влажные. Так вот, вода. Собственно, что вы тут не видели? Так, сейчас. Короче, давайте я поснимаю вот так вот. Потому что это гораздо прикольнее, чем на меня смотреть. Блин, наверное, я офигею, когда буду все это монтировать, потому что руки трясутся невъебенно. Давайте порассуждаю, что там за вопросы были? Про отношения, про то, что если я себе что-то расскажу, то я тайну какую-то раскрою за 7 печатями, и вам станет неинтересно за мной наблюдать. Я помню, один человек мне сказал, что все мои зрители — это куколды, и они просто ждут, когда же я обращу на них внимание. Но я, например, не думаю так. Я сказала, что мне было бы неприятно так думать, что все зрители — это куколды. Если рассматривать так вот все блогерство, да, что там, например, есть блогеры, которые семейные, и они снимают свои отношения. Еще, получается, их зрители — это куколды, которые ждут, пока они расстанутся, и чтобы взять и прийти на сменку. Это странно, короче, думать так. Я хочу показать свое намоленное место, на которое я хотела сегодня прийти, а его затопило. Такой мох. Мох. Это мох. Вот. В общем, я снимала тут призыв черного солнца. Я была вон там. Сейчас туда нет никакой возможности спуститься. Вот тут дерево. Вот тут я валялась. А теперь тут все затоплено. Ну, там лед. Но все равно, даже если бы тут везде был лед, я бы все равно сюда не спускалась. И вообще это воронье гнездо. Внутренний мир продавщицы. Кринжовые какие-то моменты. Если вспоминать какие-то отношения, недоотношения с держанием за ручку, я помню, я встречалась с говнарем, и из-за этого я неделю где-то провела в обществе говнарей. И я увидела, как люди ебутся на улице. Я была тогда, по-моему, еще несовершеннолетняя. Я охуела с этого момента, что там полностью в-усмерть обпитые люди. Они штаны-то снять не могли, но они как-то что-то пытались присунуть на скамейке. И это, по-моему, был последний день, когда я вообще там тусовалась. Короче, в говнарской тусовке. И, значит, этот человек, он меня бросил со словами, что у него нет денег, а меня бы в кино сводить. Я даже тебя в кино сводить не могу, потому что я нищий. Вот. А я даже не просила, короче, он пытался как-то от меня избавиться, потому что я ему не дала. Вот тут точно. Камера как будто уже все во сне. Был один момент, я просто помню, что я к нему приходила домой, и там была куча людей. И в какой-то этап он меня позвал домой кино смотреть. А я-то не знала, что такое кино смотреть. Прихожу, в общем, Фредди Крюгера он, значит, хотел мне показать. Сам он у меня старше был, не помню насколько. Ну, такое чувство, как будто лет на 10 уже. Вот, если сейчас современные фотки посмотреть. Это пиздец, короче, олдовый чел, как он сам себя называл. Говнарь, одним словом. Вот, надеюсь, он не смотрит это видео, потому что недавно, год назад, он обо мне вспомнил, написал какую-то хуйню. И сам же удалился, когда я сказала, что за хуйня. Блядь, не Фредди Крюгер, а пятница 13-е, что ли, было. Я, блядь, взяла, пришла, думала, кино будем смотреть. И сам сразу на первом фильме он начинает ко мне приставать. Потом, значит, берет меня на руки и уносит в спальню. А я даже не смекнула, а где у него мать.
Вот. И, собственно, он, видимо, попросил всех покинуть помещение, чтобы со мной что-то сделать. А я просто так охуела, говорю: нет, не надо, я не хочу. Ну и вот. Он как бы нормальный чел в том плане, что не стал настаивать и насиловать меня. Вот, поэтому где-то на следующий день он сказал: ну, короче, у меня нет денег, чтобы тебя в кино сводить, цветы дарить, конфеты. Поэтому я тебя бросаю. Вот такой вот Фредди Крюгер, блядь. Вот такой вот Фредди Крюгер. Поэтому, рассказав вот эти истории, вы во мне разочарованы? Вы как-то я сломала какую-то хуйню в своей картинке мира. Что там? Я хотела корабль на ладошке подержать, а его не видно, кажется. Корабль на ладошке. Ебать, корабль-призрак. Ой, чем ближе я приближаюсь к мосту, тем меньше я хочу пиздеть, потому что я уже думаю, что меня какие-то алкаши услышат. Если кому-то интересно про первый опыт, он у меня случился в 19 лет. Я считаю, что можно было бы и в 25, если честно. Это рановато было для меня, по крайней мере. Я была не сформированной личностью, вообще никакой, поэтому могла бы и в 30, блядь, лишиться. Вот, но из-за того, что общество и все вот это вот говно как-то давит и высмеивает, я подумала, что, возможно, мне надо лишиться девственности, чтобы у меня был какой-то человек адекватный рядом со мной. Но это так не работает. То есть тут это ни при чем. Девственность это не то, что мешает. Вот. Нормальным людям ничего не мешает. Красиво, блядь. Вау. Штуки. Короче, камера замерзла. Ну ладно, ничего страшного. Да снимаю. Вообще темы отношений самые интересные для людей, потому что у многих на этом поприще проблемы. Я с вами, блядь. У меня тоже проблемы, но с нормисами мне неинтересно. Я в них не отражаюсь. Я отражаюсь только в этих птицах, которые трясогузкой называются. Они все решили съебаться. Спасибо. Впервые вижу трясогузку не на полу. Блять, на ветках, короче. Ебать, я не соображаю нихуя. Вот такая вот тема. Так, ну что, я съебываю из этого места. Они все съебались. Ладно. Короче, осталось у меня 5 минут. Вот я вся в говне, как видите. Походить еще. Вообще, я хотела пособирать здесь камни, но я не увидела никаких камней. Но кто я такая, чтобы искать на пляже камни? Почему они должны были меня тут ждать? Я хоть сейчас и согрелась, но что-то я уже домой хочу. Жрать. Жрать всех, кто рядом со мной находился. Вот, надеюсь, вы удовлетворены моими ответами. Не знаю, буду ли я там досъем какой-то делать, много ли я вырежу из этого видео. Скорее всего, много, потому что я несу какую-то хуйню. Находясь в лесу и зачитывая вопрос про
Что меня бесит в людишках, раздражает, разочаровывает, мой ответ мне самой же показался приосаниванием над человеком. Вот поэтому, если показалось так же человеку, то я не это имела в виду, просто вот там и тогда, в том состоянии, я не могла вспомнить, кто меня бесит. Но когда я возвращалась домой, мне вдруг пространство напомнило. Вот, и поэтому я решила поделиться, кто же меня раздражает. Ну, во-первых, толпы людей. Вот. Я даже записала себе, кто меня раздражает, чтобы в случае чего не забыть опять и не сказать, как блаженная по типу: ой, меня все устраивает, мир меня любит, я его люблю в ответ. Вот, чтобы такого не было. Понятное дело, что у каждого человека есть разные настроения, состояния, гормональный фон туда-сюда скачет, и поэтому, исходя из этого, мой отклик на пространство, он разный. Вот. И есть одна категория людей, которая меня бесит всегда. Об этом попозже. Я не люблю толпы людей. Спрашивается, а кто их любит? Ну, наверное, экстраверты любят, очень сильно питаются толпами, чтобы там купаться в этих людях. Были у меня одни моменты, когда мне действительно страшна толпа, и я пошла на свой страх и решила прям в толпу влезть, вот, в ней искупаться. И дело в том, что когда ты готов, эта толпа на тебя никак не будет влиять. Но когда ты не готов, она будет себя зажимать и будет становиться плохо, как, впрочем, мне всегда становится плохо в толпе. Вот, поэтому не люблю толпы. Когда люди не умеют ходить и лезут под ноги, я сама не умею ходить. Если еще появляется какой-то человек, который тоже не умеет ходить, еще при этом пялится в телефон, это может случиться авария. Вот. Мы можем столкнуться, воткнуться, не знаю, как бы наступить на ноги друг другу. Но обычно наступают мне, или я тоже наступала. Я один раз просто зашла в магазин, сейчас до сих пор помню, и как-то у меня минутка безумия была. Вот есть такие дни, когда у меня все сыпется из рук, и я несу хаос, а не порядок. Вот, и это был ровно тот день. Я спотыкаюсь бесконечно. Что-то у меня что-то все не получается, меня все бесит. И вот в один из таких дней я захожу в магазин, не ожидала совершенно, что там будет много народу. Вот, и я пустой корзиной очень сильно ёбнула деду по почкам, что он аж взвыл. Я такая: извините. Да мое извините, там ничего просто не загладит. И я потом ходила по магазину и боялась этого деда, что он сейчас меня нагонит и отомстит. Но такого не было, он, по-моему, быстро съебался. Вот, и это было не специально сделано, это просто у меня шаловливые руки, шаловливая я. А есть категория такая новая, современная, уже она держится 5 лет, наверное, где-то, не довольно-таки современная. Это самокатеры, конечно же. Но я скажу так, что в моем городе из-за того, что он нищий, самокатеры, они гоняют только по ночам, и их можно встретить очень-очень редко, даже летом. И это тот самый момент, когда нищета — это хорошо. Вот видите, какой мир? Вот скажешь: блин, нищета — это плохо. Нет, это хорошо. Долбоёбы не могут сесть на самокаты. Кого я ненавижу вот прям? Я не могу сказать, что не знаю почему, потому что если покопаться и позадавать самой себе вопросы, я уже могу ответить на этот вопрос. Короче, я ненавижу парочки. Шли мы как-то с моим алкашом, и нам навстречу идет парочка, и она меня также бесит ровно как тогда, когда у меня не было никаких отношений. Я подумала над этим, почему меня это так раздражает. Вот. Короче, идет парочка, да, парень
гусь да гагарочка, блядь, держатся за ручки, они прям друг в друге купаются в этом внимании, да, друг другу вот прям видно, что между ними идут флюиды любви, либо влюбленности, и они обнимаются, целуются. Ну вот, кстати, когда целуются, это просто мерзко, если честно. Но вот просто обнимаются, стоят за ручку, как-то вот так вот один к другому, что-то прильнет щечкой, что-то вот, блядь, не знаю, погладит. Не знаю, блин, тут кроссовки завяжет, вот эта вот вся хуйня, когда происходит. У меня пена со рта начинается. Села покататься на качельках и увидела, как парень качает девушку. У меня все, вот так вот, блядь, я встала оттуда и ушла. Где вот этот корень зла содержится? Ну, потому что это же ненормально, если я шла со своей второй половинкой, и меня бесит все равно эти персонажи, как вот они друг с другом, вот так вот, вот так вот, вот так. А если подумать об этом хорошенько, просто у меня зависть к этим людям. Это по типу зависть, это, конечно, плохо, но это за неимением этого в моей жизни. Короче, из-за того, что у меня никогда так не было и, возможно, никогда не будет вот именно вот такого человека рядом, который не будет, например, не знаю, блядь... Плохо, конечно, сказать чураться, стесняться меня, чураться, что этот человек будет какой-то холодный, ну, не знаю. Поэтому я этим людям искренне завидую. Ну, не искренне, конечно, я их просто ненавижу. И, короче, я желаю им, чтобы они в говно наступили, и вот это говно, оно воняло, пока вот они вот шли. Им это помешает наслаждаться друг другом, вот, потому что запах все-таки перебьет. Короче, ну, конечно же, я ничего им не желаю. Пусть эти гондоны ебаные живут много лет жизни, но, конечно, каждый раз, когда я вижу таких людей, я думаю, сейчас 2 недельки еще это побудет, и потом хуй тебе, короче, вот это вот все, внимание, обожание, потом, блядь, съебется нахуй, либо будет, блядь, как этот гондон ходить с этим, блядь, с ебалом непонятным. Когда все гормоны перестанут бить в голову, вот тогда и посмотрите на свои отношения. Истинны или искренни ли они. Видимо, все то, что я вижу, это первоначальные бабочки в животе, ножи бабочки в животе. И, короче, вот этому я, видимо, завидую. Долгих лет жизни этим пиздоблядям, пусть нахуй сосутся друг с другом, наслаждаются. У всего будет конец. Короче, какая крыса. Каждый человек, просто он склонен себя сравнивать с другими, и всегда это в уничижительном плане происходит. То есть человеку, то есть мне, привлекает внимание именно конкретно, чего у меня нет. Вот, и я начинаю сравнивать, и такая думаю, блин, а вот у меня вот не так, а вот у меня вот это, а вот у меня то, а почему? Вот, а потом прихожу к нехорошим мнениям и о себе, и о людях вокруг, что какая-то ебала, в общем, происходит, так что вот такие вот бесячие моменты. Так, сейчас будет хлопок.